Всем привет! Иногда в жизни случаются такие моменты, в которые трудно поверить, пока этого не увидишь собственными глазами. В сегодняшней подборке вы узнаете, как заставить плавать 200-килограммовую наковальню, что будет, если залить жидкий азот в грязную емкость, а также как моют голову в космосе и еще множество других вещей, которые вы раньше не видели. А вы любите кататься на санках? Если да, то тогда смотрите, как выглядит спуск от первого лица по санному спорту. В Исландии существует ледяная пещера, через которую можно пройти и полюбоваться ее красивым видом. Этот парень решил продемонстрировать, как будет выглядеть 1 миллиард долларов на примере рисовых зерен, где одно зернышко будет равняться 100 тысячам долларов. А этот парень и правду отхватил леща. Как вообще ему удалось поймать эту птичку? Этот жираф, наверное, увидел, как его братья катаются на мотоциклах в GTA, и тоже решил попробовать. Никогда не пускайте воздушные шары рядом с линией электропередач. Пилот вертолета решил подшутить над своими пассажирами и притворился, что упал в обморок. Я понимаю, что фокусы — это всего лишь ловкость рук, но как вообще такое возможно? Оказывается, не только люди умеют рисовать картины. В Китае построили самый высокий и самый длинный стеклянный мост в мире. И для того, чтобы доказать, что мост действительно прочный, они пригласили 100 добровольцев, которые попытались разбить стекло. А вот так моют голову в космосе. А так вырубают лес с помощью современных технологий. Китайцы не перестают удивлять со своими приспособами. Если вы думали, что огромное здание никак нельзя перенести на другое место, это видео точно разрушит ваши стереотипы. Это настоящее доказательство того, что черепашки-ниндзя все-таки существуют и устроили у себя внизу неплохую тусу. Хоть акулы редко нападают на людей, но это, наверное, очень сильно хотело пообедать человеченкой. Оператору видео сильно повезло, что лодка не резиновая. Водитель этого пикапа разрушил все законы физики, но он бы не справился без помощи оператора, который слегка наклонил камеру. Если вы хотите залипнуть на пару минут, то просто залейте жидкий азот в грязную емкость и наслаждайтесь зрелищем.
Помните попугая из второй части очень страшного кино? Эй, птичка, как поживаешь? Мне удалось найти его брата в реальной жизни. Леша, ты какашка вонючая. Какашка вонючая. Этот стервятник решил немного передохнуть во время полета и присел на селфи-палку. До центра за сотку. Некоторые фейерверки могут быть действительно впечатляющими. Вот пример одного такого салюта, который строит лестницу в небо. Вес наковальни составляет примерно 200 килограмм, но она без проблем может плавать в емкости с ртутью, потому что плотность ртути в 13,5 раз больше, чем плотность воды. Oh, that's great. Let's try it again from the other side. Многие видели ролик с клейкой лентой, которая устраняет любую течь. Оказывается, это не фейк, и она способна устранять даже протечки с маслом. А вот так выглядит очень большой перфоратор. А этот случай мгновенной кармы, когда врач хотел стрельнуть резиновой перчаткой в медсестру, но она слетела совсем в другую сторону. Помните парня, вызывающего молнию из прошлого выпуска? Я нашел ему конкурента, который может запускать ракеты в космос. You get that. Этот парень случайно заметил, что его веб-камера может просвечивать пластик. А как вы думаете, это реально или просто профессиональный монтаж? Оказывается, купив аквариум, можно не только наблюдать, как мирно плавают рыбки, но и запечатлеть их разборки. What the heck is going on here? Вот такая трещина недавно образовалась в Антарктиде. Этим ребятам удалось заснять, как молния бьет в дерево. Судя по их эмоциям, они тоже видят такое впервые. А вот как выглядит новорожденный кенгуренок. А так улитка откладывает яйца. Пожалуй, я останусь на ночную смену. Если вас замучили грызуны, живущие в стенах, то вам точно стоит обзавестись змеей. А эта акула, наверное, решила, что попала в рай, и если бы могла говорить, то умоляла парней оставить ее тут. Жителю Ставропольского края удалось заснять очень редкое природное явление. На арбузном поле он нашел живого крысиного короля. Считается, что животные спят вместе, пытаясь согреть друг друга, и их хвосты перепутываются настолько, что потом грызуны не могут распутать их обратно. Это один из первых случаев, когда человеку удалось заснять вживую такое явление, так как в основном ранее найденные короли состояли уже из погибших особей. Вот эту сюда, эту сюда. Эту сюда, эту сюда, вот. Наконец-то я их распутал. А на этом у меня все. Ставьте лайк, если понравилось видео, и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить все самое интересное, что происходит на нашей планете и за ее пределами.